Так, начало рано. Нажимаем New Game, выбираем Fugitive. Игра запускается с длинной стартовой катсцены для того, чтобы каждый раз эту катсцену не смотреть. Ну, я ее сейчас скипну, ускорю в Cheat Engine с мидхаком. Для того, чтобы каждый раз ее не смотреть, в правилах предусмотрено создание стартового сейва. То есть вот мы один раз ее посмотрели, запустился первый уровень в доме Пейнов. Смотрим эту катсцену. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd give me the best seat in the house, front row center. Опять же, вот этого достаточно сделать всего один раз. То есть мы выходим, и смотрите, у нас появился сейв в Part 1 пролог. Что мы делаем? Мы открываем папку с сейвами. По умолчанию это либо документы Max Payne Save Games, либо если у вас установлен Widescreen Fix, там есть опция сохранять сейвы в папку с игрой. То есть либо там, либо здесь. Копируем вот этот сейв и переименовываем его, допустим, в 12 слот. Главное, либо не в нулевой, не в первый и не во второй слот, потому что это слоты под автосейвы и под квиксейвы. То есть 12 слот скопировали, и вот он у нас появился. Мы теперь можем все раны рестартить с этого стартового сейва. Когда Max стоит вот на этой позиции, автоматически запускается Live Split, если у вас, конечно, включен автосплиттер и Load Remover. Итак, первое, что нам нужно сделать, мы подходим вот к этому краю дверного проема, и мы должны сделать кувырок влево, вот в ту сторону. Конечно, вы можете не разворачиваться, это будет вот так вот сделать проще, конечно, но вам все равно потом придется развернуться для того, чтобы открыть вот этот шкаф. Поэтому будет быстрее, если вы развернетесь, то есть примерно вот так этот кувырок должен выглядеть. Вот, это плюс-минус хороший кувырок. Макс оказался примерно в левой части экрана. Если вы кувыркнулись где-то ближе к телефону, или он у вас вообще не сделал кувырок, то это, конечно, основание для рестарта. Вот в этой касцене, после того, как позвонил телефон, вы зажимаете два инпута, вперед и влево. Для того, чтобы сразу подойти к шкафу, открыть его, отходим чуть-чуть назад и берем дробовик. Переключаемся на 20 FPS, бежим на диагональном стрейфе на лестницу. Значит, суперджамп делается вот в ту позицию, примерно вот отсюда. Ну, не получается, естественно, самый сложный суперджамп в игре. Переключаемся сразу на 100 FPS, убиваем врага. Автоприцеливание здесь немного помогает. Вот этих двух врагов мы убиваем на ходу абсолютно, не замедляясь. Дальше. Вот этого врага мы убиваем и с небольшой задержкой. Буквально вот мы выстрелили, и минимальная пауза, и мы нажимаем кнопку взаимодействия, то есть кнопка И по умолчанию. Скипнули киллкам этим нажатием, переключились на 30 FPS, для того, чтобы чуть проще было скипать комикс, для того, чтобы, возможно, чуть быстрее катсцены прошли. И смотрите, вот мы встаем примерно не доходя до дверного проема, примерно вот так. Макс начал говорить свой лайн «Oh no, please God, no». Вот до того, как он не начал говорить этот лайн, мы из комнаты не выходим. Как только он начал говорить свою фразу, мы выходим из спальни и бежим в детскую. Это позволяет нам наложить катсцены одну на другую. В принципе, на этом все. Вот смотрите, сейчас восклицательный знак белый и будет фейдаут экрана. Как только восклицательный знак почти исчезнет, я зажимаю Quick Save и этим самым я скипаю комикс.